Сегодня хороший день. Сегодня сейчас мотор прогреется и поедем в городской парк на речку. Попробую, может, поймаю кого-нибудь, может, карпа какого-нибудь поймаю. Сегодня обещает хороший денек. Утром все на работу едут. И еще школа, знаете, и где школа какая-то проезжаешь, там обязательно еще стоят куча машин. Они в доблефиля, как у нас называется, в два ряда останавливаются, лишь бы своих деток в школу выпустить. И, это нормально, все привыкли, но в смысле, что пробки мимо школ, когда проезжаешь по утряне, обязательно будут пробки. Выборы в провинции партия проиграла, которая правящая партия, соответственно. Сразу там обрадовались и начали налоги новые вводить, что тоже какой-то глупняк, честно говоря. То есть за тех, кто пользуется виртуальными кошельками, сразу там 5% налога вводить, я вообще не пойму. То есть на виртуальном кошельке у тебя лежат твои деньги, которые ты уже уплатил налог. То есть ты получил какие-то деньги, уплатил налог, а куда ты положил? Виртуальный кошелек или ты положил в банк официальный? Какая разница, куда ты положил? Нет, ввели, что если ты потом, виртуальный кошелек положил и хочешь куда-то перечислять, 5% еще государству. За что? Я что-то так и не понял, если честно сказать. Но зато доллар подскочил, бензин поднялся. Сегодня только что по радио 20 минут назад услышал, что подняли на 9 или 12% штрафы в Буэнос-Айресе для водителей. Говорят, бензин поднялся, надо штрафы поднимать. То есть там за стоянку, за превышение скорости. То есть, у нас все как всегда. По телеку, когда смотришь, они рассказывают, что все же инфляция остановилась, все, крутенько у нас. Только цены каждый день не останавливаются. А они в телек просто не слушают эти цены. А так все классно. Так что сегодня штрафы поднялись, налоги добавились. Доллар подскочил, еще ты в долларах или в чем там не мог, деньги не получил, даже если ты их получаешь. Но цены уже подскочили. Вчера пошли молоко покупать, и вместо 1300, что был пакет молока стоил, это доллар, грубо выражаясь, уже 1700. Вчера в маленьких карифурчиках, карифуры, это такие маленькие районные магазинчики, супермаркеты маленькие, уже 1700 стоило. То есть сразу без проблем, там с 1300 на 1700 только в один день после выборов. В воскресенье были выборы, в понедельник цена вместо 1300-1700 за литр молока. Спокойно зачем долго пудрить себе мозги. Так что, ребята, это Аргентина, детка, как говорят. Тут все шустро делается, тут надо шевелить копытами. Как говорят, когда сидишь среди друзей, не щелкай клювом. Так и здесь, в Аргентине. Сидишь среди аргентинцев, не щелкай клювом. По-аргентински очень быстро все соображают. Детей выгружают, видите, в добрый ряд детей и в школу. Вон там дальше школа. Так что всегда так занято в этот ряд будет, около школы, когда проезжаете. А могут еще и прямо в этом ряду тоже выгрузить. Это все по барабану. Всем. Это, как говорят, святое, выгрузить детей в школу. Вот наша школа. Тик-тик-тик-тик-тик. А мы в парк. На рыбалку. Щуку ловить. Щуки у нас не водятся. Но какая разница, что у нас водится. Главное, день хорошо провести. Сколько регулировщиц стоит у нас еще по утряне. И регулировщиц, и регулировщиков. Это наши такие желто-блакитные формы, это регулировщики дорожного движения. Смотрите, видите. И тут их полно. Утром особенности так. Тетушка, пропускаем велосипедистов, никого не срубить. Отлично, у нас тут велосипедные дорожки везде. Это будет Ривер, стадион футбольный. Ривер. А здесь строят, не достроят какую-то, как он правильно назывался? Какая-то силиконовая долина, типа, это не силикон, это технологический такой центр здоровый.
с домами, где много технологий, где типа чуть ли не биткоинами они себя будут обслуживать. Ну, в общем, это... вон там на картинках есть, но что-то они так долго строят, что я такого увидел, пару домиков, все остальное еще как бы недостроено. Мы тут когда-то снимали в этом парчике. В общем, все такое должно быть технологично, но, по-моему, у них денег не хватает на всю эту технологию, ее закончить. Если вы видите в Буэнос-Айресе много машин с такими номерами, которые на стекле бумажные приклеены, и отгадайте с 3 раз, почему они приклеены бумагой на этом самом, а не на машине внизу. И не угадаете сразу. По одной простой причине, что все будут думать, что это потому, что он тут купил в Буэнос-Айресе, а потом куда-то перегоняет. И потому у него номер приклеенный на стекле. Нет, нифига. У нас просто нет бабла делать номера. Так что теперь очень многих, кто купил машину, пока он дождется реально своего номера, он будет ездить с такой наклейкой. Вот смотрите, напротив снова едет с такой наклейкой. Видите? В Буэнос-Айресе сейчас половина машин покупает, а бабла у правительства делать номера нет. Так что сам себе напечатай и катайся. Вот. Так что сразу и не угадаешь, да, что это такое и почему они ездят с этими наклейками. Это мы так, типа, наша веселуха. Вот это технологический центр. Все едут против меня, потому что все в центр на работу, а я в парк. Так что, надеюсь, почему еще люблю в парк ездить во вторник, в среду, четверг, вот такие дни, да, там пятница, потому что, ну, меньше народу бывает. Можно спокойней раскладывать свои камеры и попробовать что-нибудь поснимать, иначе, сами понимаете, суббота-воскресенье, дети не в школе, дети в парк, на рыбалку, родителей тоже выходные, и, соответственно, там негде даже удочки забросить. Потому что если у вас есть такая возможность поехать в парк порыбачить в будний день, то это, конечно, гораздо лучше. Yeah. Ну, смотрите. Красота, пустота. То, что я и говорил, что в парк нужно идти в будний день. В будний день посвободнее будет. Я, конечно, несу всегда кучу шмоток. Смотрите, там сверху у меня ящик с рыболовными штуками. Сбоку сумка большущая. Это съемочные вещи. И покушать, и термос с кофе. А еще прикормки, ведро и всякие штучки для размешивания прикормок. 3 удочки. Одним словом, как ослик. Но зато, вот, смотрите, какая красота. Кофе есть, сало взял. Пойдем порыбачим, посидим, проведем время сегодня на природе. Завтра поснимаем что-то другое. Завтра снова какие-нибудь компьютерные штучки сниму. Кстати, кто знает, там такой новый канал есть на Аэроцех. Подписывайтесь. Хоть там сейчас и мало подписчиков, и мало видео, 4. Но идея снимать туда компьютерные, технологичные, про всякие искусственные интеллекты и все есть. Не пойму, почему здесь никто не ловит. Смотрите, водичка есть. Вот это сабалё скидывается. Вот, кушает. Вон, видите, он дальше. Надо быстро раскидывать удочки и забрасываться. Рыбаки почему-то все скопились там. Не знаю, что там происходит, но все скопились там. Но мы не пойдем в толпу. Мы останемся в этом месте. Будем ловить здесь. Все как всегда. Я забыл этот. У машины крем против солнца.
солнцезащитный крем. Попросил ребят, оставил другую камеру, направил на свои удочки и погнал их к стоянке за кремом. Стоянка машин вон там, а без крема тут сегодня сгорим. Так что придется идти за кремом. Прикидайте, ну вот в Аргентине оно где-то так. Парки классные, мне нравятся. Видите, вот есть работники, парк убирают, а есть вот охранники, которые ходят здесь за порядком, смотрят. Ну, типа, почти полиция, даже не... Ну, просто охранники, скажем так, городские. То есть они от правительства Буэнос-Айреса. Попугаи вообще с ума сходят. Вон зеленые на деревьях торчат вместо листьев. Листья еще не распустились. Скоро весна. Ну, называется так по календарю, скоро весна. Сегодня 20 обещают. На этой неделе до 23 градусов тепла днем. Ну и скоро весна. То есть скоро весна, все станет зелененьким. Я меньше сгораю, потому я мажусь вот таким кремом 30. А этот самый Света, она вообще там, по-моему, 45-50 пользуется. То есть все зависит от того, насколько вы привыкшие сгорать на солнце. Есть люди более бледнолицые, а есть более, как говорят, загорелые. Так что вот, пользуйтесь. Не забывайте, без разницы, что сейчас зима, кремом надо пользоваться. Время пить кофе на рыбалке. Аргентинцы пьют мате, я пью кофе. Не значит, что вы должны быть обязательно, если живете в Аргентине, быть как аргентинцы, обязательно пить мате. Может, кому не очень понравится. А может, кого-то наоборот классно завлечет. У меня уже было 2 поклевки, но не поймалась. Одна поклевка была и по дороге сорвалась, а вторая поклевка просто дернула, видно, укололась и свалила. Я ждал, пока, как говорят, он снова клюнет, но он не клюнул. Народ подошел. Буду готовить вот эту сейчас кормушку. Sí, tiene que esperar un poco. Estoy filmando, no puedo atender a todos. Por eso tiene que esperar un ratito por lo menos. Mira, Dorado tiene que esperar ahora. Otro. No puede ser, no, déjalo. Todos no pueden al mismo tiempo. Oh, mira, uno, otro, todo al mismo tiempo. Está picando. Mira qué carpa, mira. Mira qué carpón. Chicos, ¿tiene esto copo? Ah, gracias. Porque vamos a dejar Dorado que se escapa, mejor sacamos carpa. Hace mucho que no saqué acá carpa. Y Dorado, mira, está todo quieto. Hace mucho que no sacamos un carpón así. Parado. Dorado. Mira qué carpón. Ay, muchas gracias. Mira. Y ahora falta esta. Ahora falta otra. Ay, parado. Mira cómo. Hay 2 más que está picando. Opa. Mira. Abajo. ¿Se ve? Sí. Buenísimo. Toma, para vos. ¿Quieres? Toma, es tuyo. Porque a mí está picando Dorado, tengo que sacar esto, vas a andar con tu carpa. Vos andás con tu carpa. Ay, no, ya se fue. Sí. Ahora arreglamos esta cosa. Ese estuvo bueno. Sí, esto con su carpa, mira, está peleando ahí. Acá, León, acá tenés otra.
Ah, sì, claro, no, sì, déjalo. Сегодня день был теплый, прошел хорошо, повеселились немножко. Я даже поймал карпа хорошего такого, несколько саболя поймал. Еще люди поймали карпа и этих самых и дорадо поймали. Мои дорадо убежали, но все равно карп, это прикольно. Смотрите, какая у нас как бы преддверие весны. Сегодня водичка вообще суперская. Суперская в каком плане? В плане того, что тихо, без волн, солнышко пригревает. Вот такая тишина. В парке классно погулять. Даже, можно сказать, сегодня жарко. Ну, завтра, послезавтра будет еще жарче. Люди прогуливаются. Сейчас будет клевать эта удочка. Ладненько. Сегодня порыбачил. Ну, надо хотя бы раз-два раза в недельку выезжать на рыбалки. Раз наступило тепло. Как-никак Южная Америка есть Южная Америка. Смотрите. Красота? Думаю, да. Так что смотрим. Потом по городу погуляем. Сегодня был здесь. Сегодня был день в парке. Ну, в принципе, скоро это все зацветет. Вот. Видите? Скоро это все зацветет. Уже рыбаки устраиваются в холодок. Вон туда, в тенечек.